И небольшое изменение в подписках на Boosty. С сегодняшнего дня подписок остается ровно одна штука, самая дешевая, информатор. Подписки, которые позволят вам стать соведущим или занять место наверху в спонсорах канала, я удаляю, потому что они не имеют никакого значения. Если вдруг вы захотите стать спонсором канала, чтобы ваше имя опубликовалось наверху, можете также сделать это через Boosty, произведя небольшой донат, который отображается с левой стороны страницы. Если же вы хотите стать соведущим, то вы можете просто воспользоваться контактами и связаться со мной. Мы с вами обсудим, протестируем, и если все удачно сложится, вы будете спонсором канала, потому что вам в любом случае придется заплатить больше 500 рублей, и вы точно так же будете соведущим, потому что, в принципе, ради этого все и затевалось. Все остальное работает точно так же, как и раньше. Всем привет! Начинаем новый стрим. И начинаем его немножко скучно, потому что ничего особо интересного в этом выпуске не будет. Как-то так. Поэтому всем привет и сразу переходим к вопросам, которые вы прислали за последние 4 дня. Как-то так вот получилось, что немного сегодня будем раньше выступать и немножко покороче. Ну да ладно. Первым вопросом, который вы меня озадачили, будет вопрос о том, что Крым бомбардировали диверсанты. Ну, прошло уже пара-тройка дней. И информация о том, что Крым бомбардировали диверсанты, я немножко не нашел. Да, первый день, первый вечер, первый день было крику, визгу от всепропальщиков, от всякого разного. Что случилось всякое разное нехорошее, аэродром разбомбили, то все всякое разное. А на следующий день все немножко заткнули. А еще через день все совсем заткнули. А сейчас вообще тишина. А раз тишина, значит, ну я так думаю, что если бы были бы ракеты, были бы диверсанты, то украинская бы сторона визжала бы до сих пор. А так как визга как такового нету, то, скорее всего, имеет место на самом деле ну, скорее всего, какая-нибудь
Даже не знаю, как сказать. Может быть, на самом деле имеет место может быть, кто-то что-то уронил, окурок выбросил, еще что-то. Не знаю. Но лично мне почему-то кажется, что никаких диверсантов, ничего такого не было. Может быть, да, может быть, что-то и было, но как-то оно все так тихо, незаметно прошло, что как-то оно все вот так вот прям вот тихо, спокойно, незаметно. Не знаю. Вот если честно. Вот если честно, я не знаю. Ну да ладно. Следующим вопросом. Ну это даже было немного смешно. Требованию Украины вернуть всех русских в Россию. В первую очередь посмеялись все те, кто это прочитал. Во вторую очередь понеслось всякие сравнения, вопросы от тех русских, которые прячутся от России, в Прибалтике, в Украине, в Грузии, еще в какой-нибудь прочей самостийной, незалежной республике. И все в той или иной мере начали указывать Украине и прочим о том, что, ну да, было бы неплохо, но это было бы немножко неправильно. Потому что ведь мы вас кормим, мы вас поем, а вы нас раз и обратно прямо в руки кровавой гибне сдадите. А это есть немножко неверно. Ведь если мы попадем в руки кровавой гибне, то кормить, поить мы вас больше не будем. Ну, лично я придерживаюсь мнения, что, во-первых, крики, визги Украины никто не слышит, кроме Украины. В том плане, что... Нет, давайте мы сразу уточним. Я имею в виду тех всяких товарищей, которые нам не товарищи, а президента ООН. Те, кто реально принимает какие-то решения, которые могут на что-то повлиять. Ну вот я услышал товарищи, которые прислали мне это услышать. Блогеры всякие разные услышали. Средства массовой информации всякие разные услышали. А
что конкретно услышал из Кремля? Ну, я не знаю. Президентов всяких раз, министров всяких раз. Кто конкретно что-то может решить? И вот от таких вот товарищей я никаких криков, визгов не услышал, а значит, все это было как-то мимо кассы. Об этом никто не услышал, об этом никто не захотел услышать, и все такое прочее. Поэтому, ну, кто-то может что-то как-то отреагировать. А может и не может. А может и не хочет. Не знаю. Как-то так. Но, если честно, было смешно почитать некоторые крики, визги. Если честно, хочется быть как-то вежливо, культурно. Но, если честно, ну не получается. С чего взял, например, Чичваркин, что если вдруг сейчас все это будет согласовано, принято, и что в России мы что, их не примем с распростертыми объятиями? Ну да, Следственный комитет, прокуратура, ФСБ потратят огромные бюджеты своих денег на то, чтобы всех вас принимать и отвозить в гостиницы и прочие места, где вы будете сидеть на карантине, чтобы от всякой обезьяньей и африканской оспы здесь никого не позаражено. Ну, а если честно, ну, как я сказал пару минут ранее, да нахрен вы никому не нужны там. И нахрен вы никому не нужны. Предателей не любят нигде. Ни там, ни тут. И поэтому, если вдруг кто-нибудь все-таки прислушается к визгам Зеленского, то вас просто-напросто закроют, посадят. И все. Поэтому я думаю, что вот на эту тему можно прекращать разговаривать. Ну как-то так. И под номером 3, ну, когда война кончится. А какая война? Уточни, дружище. Если ты имеешь в виду украинскую, то там нет никакой войны. Есть всего лишь специальная войсковая операция. Если ты имеешь в виду, например, какую-нибудь, ну, я не знаю, египетскую, американскую, еще какую-нибудь войну, то я просто не могу ответить на этот вопрос, потому что я в этой войне
не участвую и не хочу участвовать, и более того, мне просто-напросто неинтересно. Ну да ладно. Появилась небольшая информация о том, небольшая, маленькая, о том, что в Государственной Думе принято решение о том, чтобы просто-напросто взять и разблокировать Инстаграм. Но это не решение какой-то там Государственной Думы Российской Федерации, а просто-напросто пара-тройка блогеров увидела заявление одного депутата Государственной Думы, который сказал, что если компания Мета извинится перед Россией, поудаляет всякие разные крики, визги, то Россия, может быть, это все простит и разблокирует. Но данный товарищ не является каким-то... Нет, он является, да, депутатом Государственной Думы, но он не является каким-то важным, законопослушным. Ну, как, я не знаю, как это назвать. Каким-то серьезным товарищем, который принимает какие-то решения. А если он не является каким-то важным товарищем, то с чего вдруг все это должно быть прямо так вот озвучено, слышно и все остальное прочее. Поэтому я думаю, что в ближайшее время это все как было, так и останется. И ничего особенного не изменится. И поэтому, ну вот если честно, вообще ничего не поменяется. Даже если вдруг Марк Цукерберг или еще какой-нибудь товарищ из компании Мета вдруг во всеуслышание заявит, что ой, смотрите, мы так извиняемся, мы так. Поэтому сегодняшний стрим я признаю самым неинтересным стримом. Я признаю его о том, что даже если кто-то где-то что-то подобное и заявил, то все это останется тихо, мирно, умершим криком, писком, визгом. И все. И этот крик, писк, визг ни на что не повлияет. И даже если Цукерберги на самом деле извинятся, то что? То ничего. И поэтому, ребят, давайте подождем еще 3-4 дня. И во время очередного стрима следующего. И вы мне что-нибудь напишите. Что-нибудь пожелаете. Ну или еще что-нибудь, как-нибудь. Ну а мы как-нибудь то вот так вот это все вот озвучим. И все.
И на этом все закончится. Ну а пока. Всем пока. Ну а я тихо, спокойненько, мирненько удаляюсь. Делать себе немножко кофе, делать себе немножко бутербродиков. И как только вы что-нибудь интересное напишите, мы обязательно с вами по истечении 4 дней во время прям буквально следующего стрима обязательно все это как-нибудь вместе с вами озвучу. Ну а я тем самым прощаюсь. И все. Всем пока. Всем, ну, до встречи через 4 дня.